Добрый день! Тема этого видео – причины преждевременного семяизвержения, эякуляции. В этом видео я расскажу про виды, про этапы, про причины. Также поделюсь цифрами, сколько же должен длиться половой акт, что такое понятие объективное, что такое понятие субъективное по длительности полового акта. Также расскажу про свой личный опыт немножко. Давайте начну. Сначала по видам. По видам преждевременное семяизвержение делится на два вида. Первый вид — это первичное, это врожденное. К этому виду относят те случаи, когда мужчина был девственником, у него случается первый половой контакт, первая сексуальная жизнь у него начинается с женщиной, и он очень быстро кончает. Примерно по времени это до 1 минуты. Также к этому виду относят те случаи, когда во время полового созревания, когда формируется физиология человека, когда формируется психика, возможно до этого, возможно в детстве еще, когда что-то пошло не так, и после этого у человека во время секса он быстро кончает. То есть сейчас, грубо так говоря, у него происходит быстрое семяизвержение, эякуляция. Второй вид — это вторичный вид, это приобретенное. К этому виду относят те случаи, когда мужчине, допустим, 20, 25, 35, 40 лет, когда до этого у него все было нормально, когда длительность полового акта его устраивала, когда семяизвержение по времени, по длительности его устраивало, все было хорошо, но потом что-то произошло, какая-то ситуация, какой-то момент, какая-то травма, любое событие из его жизни, которое отложило характерный отпечаток на последующую половую жизнь. И после этого у него начались проблемы. Он начал быстро кончать. До 1 минуты у него начало происходить семяизвержение. Теперь по этапам. Всего есть 3 этапа быстрого, так называемого, семяизвержения, преждевременной эякуляции. Первый этап — это ранний. Это до половой близости. Когда мужчина встретил девушку, у них вот-вот начнется сексуальный контакт, и мужчина перед этим кончает. Даже еще не было самих фрикций, не было введения полового члена в влагалище. В этом случае женщина даже не может забеременеть. Это называется ранний этап преждевременного семяизвержения. Следующий этап — это преждевременный ускоренный. И он длится до 1 минуты. Когда мужчина с женщиной занимаются сексом, прошло меньше минуты, и мужчина кончает. Происходит процесс семяизвержения. Этот этап называется преждевременный. То есть по длительности он до 1 минуты. Иногда это до 1,5 минуты. Естественно, мужчину это не устраивает. Следующий этап — это затруднительный, это запаздывающий этап. Дело в том, что когда мужчина занимается сексом с женщиной, 20 минут, 30 минут, 40 минут, и мужчина не может кончить. И у мужчины не возникает семяизвержение, у него не проходит процесс эякуляции. На самом деле это, опять же, это большая проблема. И нужно разбираться, в чем именно эта проблема. Это сейчас просто к тому, что есть клиенты, которые обращаются именно с этим этапом, которые просто не могут кончить по определенным причинам. Теперь по причинам. Дело в том, что примерно 95% случаев преждевременного семяизвержения и эякуляции — это психологическая причина. 5% случаев — это физиологическая причина. Естественно, мы понимаем что психика связана с телом, тело связано с психикой. Это неотъемлемые части, друг на друга они очень сильно влияют. Физиология также она очень важна. Но она занимает всего лишь 5% в этих случаях в преждевременном семяизвержении, эякуляции. Опять же, по физиологии очень легко это отследить. Дело в том, что у человека, во-первых, у него воспаление половых органов, тут различные болезни, сейчас я приведу какие болезни. То есть у него что-то болит, чешется, у него большой дискомфорт. И, естественно, это влияет на семяизвержение. Теперь давайте я перечислю причины физиологические, почему же может наступить преждевременное семяизвержение, почему мужчина быстро кончает, из-за каких физиологических причин это может возникнуть. Первое — это повреждение спинного мозга. Далее остеохондроз, также повышенная чувствительность головки полового члена. Далее воспалительные заболевания мочеполовой системы.
Также короткая уздечка на половом члене. Далее заболевания эндокринной системы. Также эрективная дисфункция. Также может влиять простатит. Также может влиять хронический простатит. Кстати, про хронический простатит в самом конце я расскажу личную историю. Далее поясничный радикулит. Далее тазовый радикулит. В общем, все эти вещи, все эти болезни могут влиять, и они, естественно, влияют на физиологию человека. И если не лечить, если не уделять внимание всем этим проблемам, то у человека возникает преждевременное семяизвержение. Также я хочу сказать то, что многие клиенты, которые приходят ко мне на сессии, на консультации, многие хотят найти причину не в психологической проблеме, потому что они быстро кончают, быстрое семяизвержение у них происходит, а физиологическое. И когда мы начинаем разговаривать о таких вещах, ну, то есть как они себя чувствуют, есть ли у них проблемы, есть ли у них возможно заболевания, которые передаются половым путем, инфекционные, либо у них что-то болит. В общем, это я сейчас говорю к тому, то, что, естественно, человек, у которого все, как сказать, у которого воспалено, болит, у которого это отдается, который знает об этих проблемах, он идет и к доктору, и они уже решают медикаментами, либо лечением, либо хирургической операцией. То есть это все решаемо. Но психика человека хочет всегда найти какую-либо причину не в себе, не в психологических каких-то моментах, а как бы свалить это все на что-то другое. Вот, возможно, у меня есть какая-то болезнь. Ну так сходите на обследование, решите данную проблему. Опять же, тут самое главное отделять психология и физиология. И как я сказал, допустим, на примере, не знаю, стоматолога сейчас можно привести пример. Когда человек не может есть, он не решает данную проблему с помощью психолога и сексолога. Он идет к врачу, там, допустим, какой-то кариес, и врач уже лечит этот кариес. После того, как он вылечил этот кариес, человек уже может спокойно есть. И у него не будет проблем, он не будет испытывать боли при еде. То есть он решит свою проблему с помощью доктора. И эта проблема, она объективна и она, как сказать, на поверхности. И не получится ее скрыть, эту проблему физиологии, я имею в виду. Но, повторюсь, 95%, когда мужчина быстро кончает, когда у него происходит быстрое семяизвержение, это все-таки психологическая проблема. А какие могут быть психологические проблемы? Это проблемы страх не удовлетворить партнершу. Это проблема, когда очень редкие половые акты. Кстати, по поводу воздержания. Воздержание прямо пропорционально влияет на длительность полового акта. То есть, чем дольше человек воздерживается, тем быстрее он кончит, тем быстрее у него происходит процесс семяизвержения. Воздержание может происходить по различным причинам. Это могут быть духовные какие-то аспекты. Часто в китайской философии, в индийской философии есть такие моменты, когда люди воздерживаются, когда люди не занимаются половыми актами, они накапливают в себе энергию, но они применяют различные техники, различные упражнения для того, чтобы, в общем, у них есть своя цель. И это я сейчас говорю к тому, что чем больше у нас воздержания, естественно, потом у нас будет быстрый половой акт. То есть это прямо очень влияет. И по поводу, хотел бы сказать, страха не удовлетворить партнершу. Это один из самых часто, как сказать, одна из самых распространенных причин быстрого семяизвержения. Потому что у мужчины возникает страх, мужчина начинает зацикливаться на том, чтобы удовлетворить партнершу, чтобы сделать ей хорошо, чтобы показать то, что он самец, чтобы показать то, что он мужчина состоятельный, чтобы она его уважала, чтобы как-то до нее донести информацию, какой он красивый, хороший, показать свое эго. Тем самым он очень сильно концентрируется по этому поводу. И ему кажется, мужчине, то, что именно в сексе он это может донести женщине. И что женщина после этого его по-новому будет воспринимать его, то, что она его будет уважать как мужчину. То есть у мужчины формируется комплекс сверхценности на
сексуальном акте. То, что мужчина думает показать свою мужественность именно сексуальным актом. То есть, грубо говоря, чем лучше мужчина удовлетворит женщину, тем самым мужчина становится в своих глазах более мужественным, более уверенным. То есть это сама сверхценность именно этого полового акта. И также часто бывают различные комплексы, страхи. Некоторые мужчины вообще боятся влагалища, элементарный пример. И очень сильно зацикливаются по этому поводу, чтобы как можно, как сказать, показаться альфа-самцом, донести удовольствие, принести удовольствие женщине. И это все влияет на быстрое семяизвержение, на преждевременное семяизвержение, на саму эякуляцию. Также большой проблемой семяизвержения является психологический момент работы в паре. Ну, то есть, если в паре муж, жена, парень, девушка, если между ними есть какие-либо конфликты и они неразрешенные, и когда у них начинает сам половой акт, то, возможно, будет происходить быстрое семяизвержение. Потому что у человека, у мужчины есть накопленный какой-то негатив, какая-то агрессия, неразрешенные, как я сказал уже, опять же, ситуации, какие-то у них недопонимания, проблемы элементарные в семье. И это все приводит к быстрому семяизвержению. Мужчина просто быстро кончает по этому поводу. Также хочу сказать по поводу мастурбации. Очень много мифов по этому поводу. То, что говорят, если человек много мастурбирует, это влечет к быстрому семяизвержению. Нет, абсолютно никак, это никак не связано. И последние исследования, американские, немецкие, в России, к сожалению, очень мало по этому поводу исследований. То, что мастурбация не влияет на длительность полового акта. То есть те страшилки, те байки, которые ходят в интернете, то, что если человек много мастурбирует и часто мастурбирует, это прямая связь к быстрому семяизвержению. Давайте сразу же закроем эту тему. Нету прямой связи, и это не влияет на быстрое семяизвержение. Тут психологические проблемы. Про мастурбацию у меня также есть видеоролики, вы можете их посмотреть на моем видеоканале. Пойдем дальше. Причины быстрого семяизвержения. Это большая сверхценность, как я уже сказал, в половом акте. Это когда мужчина очень сильно зациклен на половом акте. Когда он хочет показать всю свою мужественность, всю свою харизму, какой он хороший перед женщиной, и он просто зациклен над этим. И, естественно, это влечет быстрое семяизвержение. То есть мужчина должен быть расслаблен, мужчина должен быть спокоен, мужчина не должен никому ничего доказывать, мужчина не должен приносить, и у него не должно быть таких мыслей, то, что главное принести удовольствие женщине, главное принести удовольствие партнеру. Секс — это удовольствие обоих партнеров, и каждый партнер получает во время секса удовольствие. И тут не должно быть такого, то, что кому-то, как бы, мужчины некоторые говорят, да я-то, да ладно, да мне это удовольствие не нужно, мне главное женщине донести удовольствие, а я-то, да ладно, мне как бы, со мной уже, как сказать, все ясно, мне не обязательно удовольствие. Нет, это неправильно. В сексе получают удовольствие оба партнера, и должны получать оба партнера удовольствие. Далее, следующая причина — это дискомфорт. Дискомфорт вообще в самой ситуации, дискомфорт в самой какой-то, может быть, обстановке индивидуальной, когда мужчина встретил девушку, либо это муж и жена, у них определенная какая-то ситуация, это может быть незнакомое место, это может быть у человека вызывать, у мужчины вызывать какие-то определенные ассоциации, какие-то воспоминания. Ну, человеку просто неприятно здесь заниматься сексом, и он не хочет здесь и сейчас с женщиной заниматься сексом. И, естественно, психика делает все, чтобы как можно быстрее закончить половой акт. Также очень часто бывает это индивидуальные какие-то особенности. У всех у нас, мы все люди разные, у каждого из нас есть индивидуальные особенности. Кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. И важно это все доносить, и важно не делать из себя жертву. И, как сказать, своими хотелками, своими желаниями их не прятать, говорить об этом своему партнеру, говорить, что не нравится, что не устраивает, как бы он хотел все это видеть. В общем, это также является большой причиной возникновения быстрого семяизвержения, эякуляции. Вообще теперь хочу сказать по времени. А сколько же должен длиться половой акт? Дело в том, что есть статистика общемировая, есть российская статистика. Длительность полового акта в среднем это около 5 минут.
Если мы спросим женщин, а сколько же нравится женщинам, чтобы женщина получила оргазм, сколько же для женщин приемлемое время, длительность полового акта, то любая женщина, большое количество женщин говорит то, что это не больше 10 минут, а в среднем это от 5 до 10 минут. И за это время женщина получает оргазм. Если женщина по истечению 10-15 минут не получает оргазм, то тут также есть вопросы к партнерше. Тут также есть вопросы вообще к женщине, то есть нужно у нее уже спрашивать, получала ли она до этого оргазм, она получает оргазм, она не получает оргазм либо с этим партнером. Это, опять же, это все разбирается индивидуально. Но статистика общемировая. Средняя продолжительность полового акта это около 5 минут. Чтобы женщина получила оргазм, это опять же от 5 до 10 минут, иногда меньше 5 минут. Это вот такие вот нормы. И когда некоторые, опять же, клиенты, которые приходят на сессию, рассказывают то, что первоначально у них запрос, с которым они пришли, у них преждевременное семяизвержение. Длительность полового акта их не устраивает. И мы начинаем разбираться, какая длительность у вас полового акта. И клиент говорит, у меня длительность 15 минут, 20 минут. Я говорю, так это же сверх норма, это же совершенно больше, чем статистическая норма, а вы хотите как бы продлить еще больше. Откуда у вас взялось такие мысли, такие цифры? Почему вы так хотите? Ну вот я смотрел, допустим, порнофильмы, порнуху, и там длительность половых актов, конечно же, запредельная. Но мы прекрасно понимаем то, что порнофильмы и реальная жизнь, когда женщина получает оргазм, это совершенно разные вещи. И когда в этих фильмах запредельные половые акты по длительности 40 минут, час и больше, в реальной жизни совершенно все по-другому. В реальной жизни все не так. Как я уже сказал, длительность это около 5 минут. 5 минут женщине достаточно, чтобы получить оргазм, чтобы она получила удовольствие. На самом деле женщина не всегда получает оргазм. Опять же, у меня есть видео на эту тему. Это вообще отдельная тема разговора. Также я сейчас хочу сказать, многие клиенты часто забывают про платоническую стадию, про эротическую стадию и сразу же сконцентрированы на сексуальной стадии в отношениях во время полового акта. Просто половой акт, секс сам длится, сам у нас как-то подразделяется на 3 стадии. Это платоника, это эротика и это сами фрикции. И у многих мужчин есть стереотип, то что во-первых, мужчины и женщины совершенно по-разному возбуждаются, совершенно по-разному получают удовольствие. Для каждого нужно совершенно разное время. И многие мужчины забывают о том, что женщине нужно как можно больше времени уделить эротической стадии, эротическому моменту. То есть это предварительные ласки, это создать интимную обстановку, это сделать какой-либо массаж, это чтобы была интимная обстановка именно доверия. Потому что, опять же, приведу пример по клиентам, которые ко мне приходят, которые рассказывают, как у них происходит половой акт и быстрое семяизвержение. То есть мужчина, грубо говоря, пришел с работы, быстренько снял штаны, увидел женщину, увидел свою девушку, жену, неважно, и у них в течение 5 секунд, как только мужчина снял трусы, сразу же начинается половой акт. Естественно, для девушки, для женщины это совершенно не является нормой. Для женщин возбуждение возникает совершенно по-другому. И женщина относится к такому половому акту, она не получает от него удовольствия. Она не получит после такого полового акта оргазм. Женщине нужно настраиваться гораздо больше по времени, гораздо более длительный должен быть процесс. Должен быть процесс эротики, должен быть процесс вообще платоники и так далее. И мужчины после этого жалуются, вот у меня быстрое семяизвержение. Также приведу такие случаи, когда мужчины рассказывают конкретные примеры из своих сессий, от клиентов, которые приходят ко мне на сессию по решению данной проблематики. Когда мужчина рассказывает, мне мои знакомые, мои коллеги рассказывали про эту девушку, то что у этой девушки было очень много сексуальных партнеров, и когда я с ней занялся сексом, я очень быстро кончил. И мужчина рассказывает также, у меня все время в голове крутились мысли, то что, возможно, она болеет венерическими заболеваниями, у нее было очень много партнеров. И, естественно, психика, воспринимая все эти мысли, психика сделала все, чтобы как можно быстрее закончить сам половой акт.
Ну, то есть, чтобы как можно быстрее обезопасить себя. Также вот реальные случаи, когда мужчина рассказывал, он занимался сексом с девушкой, девушка была в очень сильном алкогольном опьянении, и также половой акт очень быстро завершился. И мужчина рассказывал, делился о своих мыслях. Когда он с ней занимался, он на нее смотрел, она вообще не получала удовольствия, она как будто была там чуть ли не отрубилась. И у него быстро произошло семяизвержение. Как мужчина говорит, мне кажется, женщина даже ничего не поняла. И в этом случае, конечно же, психика опять делает все то, что мужчина в это время не получал удовольствия. Он в это время не показывал, какой он альфа-самец, какой он молодец, какой он там половой гигант и так далее. И психика сделала все как можно быстрее, чтобы завершить этот половой акт. Потому что этот половой акт был по принуждению. Потому что мужчине не сильно-то и хотелось вообще заниматься любовью с этой женщиной. Но по определенным причинам они занимались любовью. Кстати, хотел сразу же сказать про алкоголь. Как алкоголь влияет. Многие думают, то, что если принимать алкоголь перед половым актом, ну, грубо говоря, девушки там и женщины, девушки, парни во время свидания, во время перед половым актом употребляют алкоголь, особенно мужчины. И мужчины очень часто напиваются, думая то, что тем самым они увеличат по временности, увеличат по времени сам половой акт. Это не всегда работает. Тут индивидуальные особенности каждого организма. Иногда алкоголь, даже не иногда, а в 50% случаев алкоголь влияет наоборот, то, что происходит очень быстрое семяизвержение. То есть тут все индивидуальные особенности каждого человека. Также я хочу сказать про частой причиной быстрого семяизвержения является стосн. Вообще стосн я изначально говорил, это синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. У меня есть видео на YouTube канале, можно посмотреть, что это такое. Также к причинам преждевременного семяизвержения, к быстрой эякуляции влияет активность партнерши. Ну то есть, как партнерша вас воспринимает, как партнерша к вам относится. Дальше пробегусь. Психологическое состояние, естественно, влияет. Теперь пути, давайте, наверное, я уже, много рассказал, теперь про пути решения. Как можно решить преждевременное семяизвержение? Есть 3 пути решения. Первый путь — это хирургический. Когда есть какая-то физиологическая проблема. Об этом я уже говорил, какие физиологические болезни есть. Второй путь — это медикаментозное. Это когда решается данная проблема с помощью таблеток. Но опять же, это очень-очень маленький процент. Это когда люди покупают, мужчины покупают различные стимулирующие действия, препараты, таблетки, мази наподобие Виагры. Тем самым они думают, что они продлят половой акт. Но дело в том, что эти химические элементы, они не так работают, как хотелось бы мужчине. И это всего лишь разовые, разово, один раз можно решить данную проблему. Но тут есть привыкание, естественно, есть побочные эффекты, и они очень серьезные. То есть это не основной путь решения, а основной путь решения быстрого семяизвержения, быстрой эякуляции — это психологический момент. Это работа с клиентом, это выяснение причин, что у него было, что он чувствует. Это вот та работа, которая происходит на сессии. Кстати, наверное, второе видео после этого я запишу, какие конкретные психологические приемы, практики, какие методы я использую в своей работе, чтобы человек, мужчина, решил либо сам, либо с помощью меня быстрое семяизвержение. Как сделать так, чтобы он быстро не кончал, чтобы его половой акт приравнялся к среднестатистическому. Это около 5 минут времени полового акта. И в самом конце я говорил то, что расскажу свою личную историю про хронический простатит. Дело в том, что в 20 лет я пошел устраиваться на одну работу, и мне нужно было пройти медкомиссию. И, в общем, прошел я медкомиссию, вызывает мне врач и говорит: так, Сергей Петрович, мы у вас обнаружили болезнь. Я говорю: какую болезнь? Хронический простатит. Как только мне это сказали, у меня глаза были вот такие вот. Парню в 20 лет сказать, что такое хронический простатит, я вообще не знал, что это такое. Я говорю: а что это такое? И мне начали перечислять, какие у меня будут последствия. В общем, естественно, я очень сильно испугался, пришел домой, перерыл там весь интернет в то время. У меня никаких проблем с этим не было, с этой сферой. И эрекция была нормальная, и длительность полового акта была нормальная. В общем, через 2 дня я пошел в следующую клинику.
Там я прошел новое обследование. Естественно, я заострял внимание, прям говорил врачам так и так. В другой клинике у меня нашли хронический простатит. В общем, в новой клинике я прошел новое обследование, и мне сказали то, что мы понятия не имеем, почему у вас в той клинике нашли хронический простатит. У вас никаких симптомов, никаких болезней, никаких предпосылок к этому нет. И у меня было на руках две справки. В одной справке было написано, что у меня хронический простатит, в другой справке под подписью каждой справки был врач, то, что у меня нет хронического простатита. И сейчас уже прошло где-то 14 или 15 лет, естественно, у меня никаких проблем с этим нету. Это я все к тому, что врачи иногда могут ошибаться. И в то время, в 20 лет, они мне реально принесли, как сказать, психологическую травму. И тогда, когда мне сказали, что у меня хронический простатит, у меня глаза были вот такие, я там уже все, что только уже не передумал. А мы тогда как раз с своей девушкой собирались уже, мы уже назначили дату свадьбы. Ну, в общем, в то время для меня это был такой психологический удар. Это я сейчас говорю о том, что... И иногда доктора ошибаются в своих, как сказать, в своих заявлениях. В общем, наверное, все. Как я сказал, то, что в следующее видео я запишу конкретные практики, конкретные методики, как сделать так, как побороть психологические барьеры, проблемы, комплексы, страхи. Как сделать так, чтобы длительность сексуального акта была больше минуты, около 5 минут, как преодолеть этот симптом быстрого семяизвержения. У меня все. С вами был Сергей Витищенко, сексолог, психолог. Если вам было интересно, то поставьте лайк этому видео и напишите, если у вас возникли какие-либо вопросы, то напишите их в комментариях, я на них отвечу. Всего доброго, до свидания.